В истории сельскохозяйственной техники начало 20 века стало переломным. Именно в этот период началась активная механизация фермерских хозяйств. Паровые машины постепенно уступали место более компактным и эффективным двигателям внутреннего сгорания. Одним из первых серийных тракторов новой эпохи стал Case Model 2040. Друзья, всем привет! Сегодня поговорим о переходном звене между паровыми машинами и техникой с ДВС – тракторе Case Model 2040. Трактор Case Model 2040 был разработан компанией J.A. Case Traction Machine Company, город Росин, штат Висконсин, США. Число 20 в маркировке означало мощность в лошадиных силах на тяговом брусе, а 40 – мощность на шкиве двигателя. Модель 2040 была одним из первых серийных тракторов компании с керосиновым двигателем. Производство ее началось в 1912 году и продолжилось до 1919. За этот период было выпущено 4465 машин. Известно, что в 1916 году трактор продавался по цене $2100 США. Значительная сумма по тем временам, но фермеры охотно ее платили, что говорило о высоком техническом уровне машины. Трактор был длиной 4,5 метра, шириной 2,5 метра, высотой 2,7 метра и внешне все еще очень сильно напоминал паровые модели. Масса его достигала 6300 кг, диаметр передних колес 96,5 см, задних 168 см. В базовой комплектации место для оператора на Case 2040 было открытое, но по желанию заказчика могла быть установлена четырехстоечная стальная кабина. Трактор был снабжен ременным шкивом диаметром 60 см для привода стационарных машин. За весь период производства Case 2040 имел несколько модификаций, которые в основном различались доработками двухцилиндрового оппозитного керосинового двигателя. Первые тракторы, выпущенные в 1912 году, оснащались двигателем объемом 12,4 литра. Диаметр цилиндра был 197 мм, а ход поршня 203. Двигатель работал на относительно низких оборотах, всего 450 в минуту, что было типично для тяжелых тракторных двигателей того времени. Запуск осуществлялся вручную с помощью специальной заводной рукоятки. Уже в конце 1912 года произошла первая модернизация двигателя. Диаметр цилиндра был увеличен до 203 мм, а ход поршня до 229, что позволило увеличить рабочий объем до 14,8 литра. Частота вращения коленчатого вала при этом была повышена до 475 оборотов в минуту. Также для эффективного отвода тепла от цилиндров двигателя был увеличен объем системы охлаждения до 106 литров. Наиболее существенная модернизация двигателя произошла в 1916 году, когда диаметр цилиндра был увеличен до 222 мм при сохранении хода поршня 229. Это позволило довести рабочий объем до 17,7 литра, что на 20% превышало показатели предыдущей версии. Интересно, что несмотря на увеличение объема и мощности двигателя, компания Case не изменила номинальную мощность трактора, которая по-прежнему указывалась как 20 лошадиных сил на брусе и 40 лошадиных сил на шкиве. Система охлаждения двигателя и подогрев воздуха для карбюратора были связаны с системой выпуска отработавших газов. Вертикальный трубчатый радиатор имел нижний и верхний резервуары, соединенные множеством вертикальных трубок. Выхлопная труба направляла горячие газы в верхнюю часть радиатора, создавая эффект эжекции. Это создавало принудительную тягу, благодаря чему наружный воздух засасывался снизу через трубки радиатора. Полученный воздушный поток отводил тепло от охлаждающей жидкости. Это позволяло работать системе без вентилятора, что упрощало конструкцию. Одновременно с этим перед попаданием в радиатор выхлопные газы проходили через специальный теплообменник. В этой детали находилась отдельная трубка, через которую забирался воздух для карбюратора. Тепло от выхлопных газов нагревало стенки теплообменника, а от них поступающий воздух. Благодаря этому улучшалось испарение керосина, снижался риск обледенения карбюратора при отрицательных температурах, стабилизировались обороты двигателя в холодную погоду. Топливный бак трактора вмещал 150 литров керосина, что обеспечивало ему длительную работу без дозаправки. Трансмиссия Case 2040 имела две передачи переднего хода и одну заднего. Привод осуществлялся на два задних колеса, передние колеса были управляемыми.
Рулевое управление выполнялось вручную, без каких-либо гидравлических усилителей, что требовало от оператора значительных физических усилий. Интересно, что трактор Case 2040 стал одним из первых участников тракторных испытаний в Небраске. Зачем были нужны эти испытания? Дело в том, что в начале 20 века на рынке США появилось много тракторов, которые не соответствовали заявленным производителям характеристикам. Особенно известен случай с фермером Уилмотом Кразье, который приобрел трактор Ford Model B, не связанный с Ford Motor Company, и оказавшийся некачественным и не соответствующим заявленным характеристикам. И так как Кразье был не только фермером, но и депутатом, членом законодательного собрания штата Небраска, после своего печального опыта он стал инициатором закона о проверке тракторов, принятого в 1919 году. Этот закон требовал, чтобы каждый трактор, продаваемый в штате Небраска, проходил независимые испытания и подтверждал заявленные параметры. Для официальной проверки рабочих характеристик тракторов, предназначенных для продажи, в 1920 году была создана Государственная испытательная лаборатория штата Небраска. И хотя формально закон о предпродажной проверке тракторов не распространялся на другие штаты, отсутствие успешного прохождения Небраска трактор-тест могло стать серьезным препятствием для продаж тракторов по всей территории США. Трактор Case 2040 прошел испытания в том же 1920 году. В результате испытаний было установлено, что мощность на тяговом брусе составляла почти 25 лошадиных сил вместо заявленных 20, а мощность на шкиве 43 лошадиных силы вместо 40. Максимальное тяговое усилие трактора было 2511 кг. Это позволяло использовать его с большим набором прицепных и навесных орудий. При максимальной нагрузке трактор расходовал 29 литров топлива в час, что по тем временам считалось вполне приемлемым показателем. Последний изготовленный экземпляр трактора Case 2040 дошел до наших дней и представляет особый интерес. Он находится в коллекции Манитобского сельскохозяйственного музея в Канаде. Уникальность его заключается в том, что он был заказан спустя 5 месяцев после закрытия сборочной линии. Компания Case решила, что запасных частей на складе достаточно для сборки еще одного трактора, и приняла заказ у канадского фермера. Особенностью этого экземпляра являлась удлиненная крыша кабины, которая выступала вперед до выхлопной трубы, образуя навес над двигателем. По краю навеса крепились брезентовые боковые шторки, которые можно было развернуть и опустить в холодную погоду, чтобы улучшить работу двигателя при низких температурах. Спереди на выхлопной трубе была установлена ацетиленовая фара, уникальный аксессуар для своего времени. Эти особенности позволяли использовать трактор максимально эффективно, независимо от погодных условий и времени суток. После завершения производства модели 2040 компания Case продолжила развитие сельскохозяйственного направления. В 1928 году компания была переименована в J.I. Case Company. В 1950-х годах основным направлением ее бизнеса стало производство строительной техники, а сельскохозяйственное направление отошло на второй план. В 1980-х и 1990-х годах корпоративная структура компании претерпела несколько изменений. После слияния с сельскохозяйственным подразделением International Harvester компания начала использовать бренд Case IH. В 1999 году, после нескольких переименований, компания слилась с New Holland, образовав CNH Global, а затем CNH Industrial. Как самостоятельная корпорация, Case прекратила свое существование, однако бренд Case сохранился и продолжает использоваться для обозначения продукции CNH Industrial в сельскохозяйственном и строительном сегментах. Компания Case, начавшая свой бизнес с усовершенствования паровых двигателей и молотилок для зерна, стала производителем крупнейших паровых тракторов конца 19 и начала 20 века, а затем одной из первых начала переходить от паровых машин к тракторам с двигателями внутреннего сгорания. Case Model 2040 не был первым трактором с двигателем внутреннего сгорания, но стал одним из первых массовых и надежных тракторов Case этого типа. Данная модель сыграла важную роль в переходе компании от паровых тракторов к керосиновым и внесла заметный вклад в развитие механизации сельского хозяйства. Сегодня сохранившиеся экземпляры Case 2040 можно встретить в музейных коллекциях и на исторических выставках, где благодаря усилиям специалистов и энтузиастов мы можем их увидеть практически в первозданном виде. Если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые серии. Всем счастья, радости, любви,
Пока!